Глобальная версия смарт-часов, на которой я делал обзор практически год назад. На борту они имеют отличный дизайн для своей стоимости и великолепные материалы. Также из интересного производитель предоставил нам 24-часовое измерение сердечного ритма, измерение кислорода в крови, мониторинг сна и наличие GPS с датчиком от Sony. Часы имеют отличный HD AMOLED-экран, защиту от влаги 5 атмосфер и 14 видов тренировок, в которые входят даже плавательные. Отличная автономность для такого устройства с GPS-навигацией. Но так ли на самом деле хорошо у смарт-часов под названием Xiaomi Halo RS3, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, Xiaomi все-таки выпустила глобалку довольно интересных часов. Это Halo RS3. Еще год назад, получается, практически прошлым летом, я делал на них обзор, но тогда это была китайская версия. Сейчас это глобальная версия. Чем она отличается в первую очередь? Сразу то, что есть наклейка на русском языке. Возможно, это единственное отличие, но опять же мы с вами увидим, как сильно и хорошо ли изменилась прошивка данного устройства, есть ли какие-то физические изменения относительно того, что они продавали изначально в российском сегменте и в китайском сегменте. Смотрите-ка, даже на самой коробке стали писать по-русски. Вау! И реклама то же самое, 5 атмосфер защиты от влаги, есть GPS, помимо этого AMOLED-экран и, разумеется, мониторинг сна, мониторинг сердечного ритма, 14 спортивных режимов. Цвет, блеск, красота. А что мы имеем? Мы имеем коробочку вот такую, которая довольно просто открывается. После этого мы вскрываем сами часы, достаем кабельное хозяйство, документацию, часики и... Не наблюдаем, кстати, никаких химических ароматов, что удивительно. Ничего не поменялось. Ремешок как был печальным, так и остался. Рамки как были огромными, так и остались. Кабель как был неразборным, да, так и остался. Притом с пинами. Ну, плюсы, минусы вы и так прекрасно знаете, что никаких супер-мега-топов за эти деньги не купишь. Кому важно в таком состоянии, висящем, часы заряжать, вы видите как. Разумеется, здесь можно снимать ремешок быстросъемный. Весит все это дело. Никуда не спешим. Самое главное, это программа, что там поменялось. 45 граммов. И на руке, как это все будет выглядеть, эпично, не эпично, по большому счету не важно. Почему? Потому что 9 из 10 людей, которые купят данные часы, купят для чего? Правильно, для того, чтобы использовать GPS. Насколько он точный, насколько хорошо все это дело работает. Единственное, что я могу здесь еще сейчас продублировать, это размеры данного устройства. Вес мы уже посмотрели. В миллиметрах 42 миллиметра, 43. Ширина была, диаметр. Толщина у нас 12,6 мм. По большому счету, смысла что-то еще проверять на этом этапе нет. Мне они нравятся. Simply Clever за эти деньги GPS в форм-факторе часов. Это то, что стоит тестировать. Алиафобка здесь супер, кстати. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи. Нас там больше 11 тысяч человек. Нет мата, хамства, рекламы и, разумеется, политики. И телеграм-канал скидок, где больше 44 тысяч человек. Я туда скидываю то, что купил. И поверьте мне, допустим, Realme GT Neo 3, на который обзор у меня был недавно на канале, я покупал за 23 тысячи рублей. Сейчас найдете такой? Думаю, нет. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к часам. Полетели. Глобальная версия часов не отличается внешне от китайской версии. Да и внутрянка один в один. К слову, кстати, их на Тмоле продают, и поэтому именно я рассказываю. Из Китая бы я снова заказывать их не стал. Конечно же, я пробегусь по характеристикам для тех людей, которые не знакомы с данной моделью часов от Halo. К слову, совсем недавно я обозревал их новенькие часы Halo RS4 Pro. Обзор, как всегда, вы можете посмотреть на канале, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Halo RS3 поставляется только в черной расцветке. Дизайн привлекательный, корпус выполнен из алюминия. Тыльная часть из пластика, материалы, как и сборка, соответствуют цене. Ремешок силиконовый, быстросъемный, в ширину 22 мм. Тактильно неплохой, но пыль и грязь собирает
моментально. Приноски дискомфорта не доставляют, и спать в них можно спокойно. На корпусе расположили контакты для зарядки, краткую информацию, датчики мониторинга здоровья, из датчиков на борту оптический датчик сердечного ритма, который может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном. Акселерометр, датчик ускорения и GPS-навигация от Sony. Также есть трекинг в ручном режиме кислорода в крови и отслеживание сна. Жаль, перманентного отслеживания кислорода нет. Мониторинг здоровья происходит неплохо, как и в китайской версии, но помним, что часы не являются медицинским прибором, а опираться на результаты, полученные из часов, не стоит, во всяком случае, при заболеваниях. Несмотря на это, у воздуха часы пульс и SpO2 не измеряют, что хорошо. Сон считывают достаточно неплохо, как и фазы сна. Графики на самих часах строятся адекватно. Возвращаясь к корпусу, можно заметить две функциональные кнопки. Верхняя кнопка отвечает за включение-выключение экрана и возврат. Нижняя отвечает за переход к тренировкам. Переназначить кнопки, к сожалению, нельзя. Нажимаются они туговато, со звонким щелчком. Люфт у кнопок небольшой, но есть. Летим дальше. С фронтальной части расположили AMOLED HD экран на 1,2 дюйма с разрешением 390 на 390 точек. Интерфейс, разумеется, на русском языке, но перевод оставляет желать лучшего. Яркость четырехступенчатая. При прямом попадании света на экран или в солнечный день пользоваться часами можно, но яркости слегка мне не хватает. В целом экран для своих размеров четкий и насыщенный. Скроллинг, к сожалению, с рывками. Рамки у экрана довольно большие, автояркости Always on Display или чего-то подобного эти часы не поддерживают. Время подсветки максимум 15 секунд, что не есть хорошо. Подсветка при поднятии запястья срабатывает стабильно и плавно, но не сказал бы, что быстро. По свайпам все осталось по-прежнему. Сверху вниз панель быстрого доступа, слева направо и наоборот виджеты, которые, к слову, нельзя поменять местами или удалить. Во всяком случае, в приложении или в настройках на самих часах такой функции не предоставлено. Или я не нашел, в чем я сильно сомневаюсь. Свайп снизу вверх открывает небольшое меню, в котором есть все, что перечислил я ранее. Также 14 видов тренировок и плавание на борту. Как в бассейне, так и в водоеме на открытой местности. Погода, которая синхронизируется в приложении. Плеер для переключения треков и регулировки громкости воспроизведенной музыки на смартфоне. Внутренней памяти, к сожалению, нет, так что загрузить музыку у вас туда не получится. Разумеется, как и приложение. Далее есть секундомер и таймер-секундомер без возможности работы в фоновом режиме. Считайте, что мультизадачности определенной нет, а вот таймер можно свернуть, что хорошо. Вот вам и мультизадачность. Магия, правда? Поиск телефона, что является удобной функцией, и дыхательные тренировки. В настройках на часах можно отрегулировать яркость, как и в панели быстрого доступа, выключить устройство или сбросить до заводских. Циферблатов в стоке 2, но хорошо, что в приложении есть магазин с циферблатами. На выбор их небольшое количество, и свою фотографию поставить на заставку можно, что очень даже хорошо. Можно же не только фотку, но и картинку какую-нибудь интересную. Летим дальше. Bluetooth здесь не последней версии 5.0, но, скажем, нормальный. Подключить Bluetooth наушники или тот же нагрудный датчик возможности нет. Емкость аккумулятора 230 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа. За сутки при максимальном использовании с одной 30-минутной тренировкой с GPS ушло 8%, что довольно хорошо. Отдельно за 30-минутную тренировку ушло 4% заряда. В итоге общая автономность составляет около 9 дней. В китайской версии у меня за 5 дней уходило по 30% заряда, что довольно странно, и разница прям мега ощутима. GPS-навигация неплохая, но нахождение местоположения происходит до 2 минут, что довольно долго. Погрешность в точности есть около 3 метров. Карты строят, и посмотреть их можно в приложении. Во время тренировки, к сожалению, пользоваться плеером нельзя. Уведомления можно посмотреть, как только оно приходит, или перейдя в раздел уведомлений в меню. Длинный текст посмотреть нельзя, иконки полностью не отображаются. К примеру, с WhatsApp иконка есть, а иконки всех остальных приложений, которыми я пользуюсь, нет, так что ничего не поменялось. Смайлики по большей части также не отображаются. Отвечать на смс с часов, разумеется, нельзя, как и отвечать на звонки с часов тоже. Мы вспоминаем браслеты с большим функционалом, правда? Привет тебе, Mi Band от Xiaomi. Кстати, Huawei Band 7 я уже заказал, и он уже в пути. Пусть и китайской версии, но интересно, что они там нового придумали. Сбросить вызов можно, но быстрых ответов нет. Вибромоторчик топорненький, но разбудить может. Настроить же силу вибрации нельзя. Далее, часы Halo RS3 имеют водонепроницаемость 5 атмосфер с погружением максимум до 50 метров в глубину, но не более чем на 10 минут. Так что дайверам точно нет. Конечно же, плавать в них можно, я окунул их в проточную воду, и по итогу с ними ничего не произошло. Но было и так очевидно, хотя проверить стоило. Летим дальше. Приложение Halo Fun доступно как на Android, так и на iOS устройствах. В приложении есть возможность посмотреть весь мониторинг вашего здоровья, воспользоваться вкладкой «Спорт» и личным кабинетом. На главном экране с часами, помимо того, что я перечислил, уже мы видим заряд аккумулятора в процентах, настройки уведомлений, будильник, режим не беспокоить, напоминание о разминке, включение-выключение уведомления о входящем звонке
иконки и подсветки при поднятии запястья. Изменение формата времени и обновление прошивки. К слову, обновление мне уже прилетало, так что они уже целый год, получается, обновляют. Вдобавок, к приложению можно подключить сторонний сервис, и пока что доступно только Google Fit. Но и это дело работает на данный момент коряво, я бы сказал. Минусы. GPS-навигация работает слегка некорректно, текст в уведомлениях отображается не самым лучшим образом, мало циферблатов, нет автояркости, нет Always On Display, нет возможности подключить нагрудный датчик, нет возможности отвечать на сообщения, нет eSIM, нет возможности управлять плеером во время бега и вообще много чего нет. Интерфейс хоть и на русском языке, но перевод не лучший, надеюсь, что допилят. Вроде бы что-то пилят, как вы видите. Все остальные минусы я перечислил уже в обзоре. Цену по ссылке в описании к видео можете посмотреть, если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться еще на телеграм-канал Взаимопомощи. У нас там весело. Если вам понравится, оставайтесь, будем рады. Вдруг на момент вашего просмотра в телеге скидок появятся скидки, я туда обязательно скину промики, плюс я туда скидываю, что я купил, так что будете знать, какие обзоры от меня ждать. Смотрим и следим. Резюмирую. Halo RS3 глобальной версии практически ничем не отличается от китайской. Конечно же, есть русский интерфейс, что хорошо. Я ощутил разницу только в автономности, что в принципе даже очень важно, так как глобальная версия хоть и живет до 9 дней, но разряжается быстрее, чем китайская версия. Магия? Не думаю. Возможно, это последствия обновлений, хотя по большому счету ничего не поменялось. Также меня слегка расстроил GPS-навигатор, но несмотря на это, девайсу однозначное «да». Почему? Из-за стоимости и внешнего вида. Ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Добра и удачи вам, дорогие друзья!